Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Продолжаем нашу серию блогов из мастерской. У нас примерно 1:30 дня. Я уже, правда, весь устал. А устал я почему? Потому что я занимаюсь вот этой вот гантелей. По плану на сегодня восстановить крепежные уши, 3 штуки, которые здесь были выломаны, и заварить трещинку в двигателе. Я вроде бы закончил со сваркой. Понятно, что возможны еще какие-то доработки, но основное вроде бы есть. Довольно-таки геморройная работа. Я, наверное, при таком количестве сломанных ушей больше не буду браться, когда мотор стоит на мотоцикле. Было все-таки удобнее мотор снять. Вот, одно ушко еще ладно, а 2 и более это уже головняк. Очень сильно неудобно. Еще плюсом масло течет, то есть если перевернуть мотор, то можно лучше сделать. И аккуратнее это все облагородить, резьбы нарезать точнее и так далее. Понятно, что все на глаз производится. В общем и целом, давайте я, наверное, расскажу о проблеме этих мотоциклов сначала. Все началось с того, что компания BMW поставила достаточно детские и смешные маленькие такие дуги, которые крепятся на 2 точки всего лишь. И при незначительном падении они помогают что-то защитить, а при значительном падении они только делают хуже, потому что они выламывают свои точки крепления. В первую очередь страдает крепление верхнее на головке, а потом и нижнее на блоке цилиндров. С одной стороны, это, конечно, по страховой замену двигателя, если человек не виноват в ДТП, ну, либо показка мотоцикл застрахован. Но, с другой стороны, на практике мы имеем проблему, что куча таких мотоциклов ездит с отломанными ушами, какая-то там лютая срань, зачастую там кое-как насранная, продается на Авито, именно мотоциклы. Вот, то есть нормально мало кто заморачивается почему-то их делать. И по сути, то есть получается, что мотоцикл, у которого отломано ухо на моторе, который стоит там более 1 000 000 рублей, это, ну, прямо скажем, что-то как-то не очень, сразу вызывает подозрение у покупателей и вопрос, а стоит ли вообще с ним связываться. То есть это значит явно битый, даже, ну, если ДТПшек не было. Вот. Но плюс ко всему проблема в том, что новые дуги не закрепишь, и когда ты дальше продолжаешь ездить, ты не можешь нормально защитить мотор никак. Решение этой проблемы на самом деле есть, и оно очень простое. Ну, во-первых, уши восстанавливаются. Вот смотрите, ну, здесь у нас был довольно-таки сильный удар по головке, помимо креплений, прямо вот в это место. И вот здесь была трещинка, через которую текло масло. Я ее немножко разделал, заварил, оставлю так, не буду трогать. Тут мотоцикл уже такой, что никто с его видом особо сильно не заморачивается. Далее, вот здесь вот верхнее крепление было выломано, именно резьба, на которую крепилась дуга. На старых поколениях на них еще крепятся туманки. Здесь уже, по-моему, туманки нового образца, если не ошибаюсь. Вот. Здесь, соответственно, нужно прошлифовать плоскость. Бока не буду трогать, довольно аккуратно получились. Пусть лучше будет чуть больше металла, будет крепче. Соответственно, разметиться и просверлить отверстие, нарезать резьбу. А с другой стороны, ну, здесь, то есть нижнее ухо у нас целое, заводское. А с другой стороны у нас проблема в том, что вот это ухо было обломано, а вот это ухо, вся нижняя часть была вырвана, то есть от отверстий обоих вообще ничего не осталось. Большое отверстие — это как бы направляющее для крепления кронштейна туманки, как правило. Не то чтобы оно критично, но желательно, чтобы оно было. Я пытался сначала оставить верхнюю часть, ну, для удобства разметки, скажем так. Но у меня не получилось это сделать в таком положении. Тут весь изгибаешься буквой «зю», как-то варишь. Там салфетками все масло из этого района я вычистил. И клапанную крышку использовал, которую не жалко из моих запасов.
чтобы это дело прикрыть. Вот. Ну, соответственно, варишь все равно без прокладки, и все равно масло начинает при нагреве как-то попадать. То есть от этого не получается никуда деться. Вот. Здесь чуть попроще, но здесь нужны периодические остывания, потому что не очень далеко стык, который промазан герметиком, и можно его спалить. Но я до этого делал неоднократно, и пока ничего ни у кого не потекло. Вот, делал как-то на 20-й год даже уши, но мне снятый мотор привозили. Вот, то есть, в принципе, этих ушей десятка полтора-два я уже, наверное, сварил. Ну, здесь, соответственно, надо будет сейчас разметиться, прошлифовать плоскость, облагородить это все со всех сторон. Не знаю, посмотрю, возможно, большое отверстие сверлить не буду. При необходимости сюда что-то закрепить, я думаю, кому надо, просверлят, а так оно хотя бы крепче будет. Вот, ну и здесь, соответственно, шлифануть вот эту плоскость, прорезать резьбу. Наверное, внутрянку не буду особо трогать, она получилась довольно аккуратной. Еще не знаю, буду ли тут что-то подкрашивать, весь мотор гнилой, облезлый. Обычно подкрашиваю, посмотрим по настроению. Вот, очень мотоцикл такой печальный. Ну и, собственно, суть вопроса, к чему я клоню. Что нужно сделать, чтобы вот такой вот проблемы у вас не произошло при падении, а также что нужно по-хорошему сделать, если она у вас уже произошла. Очень просто. Есть такая компания, это не реклама, если что, я просто сам неоднократно ставил и клиентам, и себе. На предыдущем моем мотоцикле, если кто-то видел мои соцсети, стояли такие дуги. Есть фирма польская, она называется HID. И она делает трехточечные дуги на этот мотоцикл. Возможно, есть еще у кого-то аналоги. Что-то похожее продают китайцы, но говорят, что они плохо встают. Вот, HID встает прям офигенно. Идеально HID вообще встают, если крепление туманок у нас вот здесь, в районе радиатора. Если крепление туманок старого образца, то у HID достаточно хлипкие свои крепления туманок, которые крепятся к дугам, и мне это все очень сильно не нравится. А вот начиная года с 13-го, с 14-го, ну с 13-го, наверное, пошли нового образца туманки, получается, что крепление родное, туманки стоят идеально, и дуги вообще встают прекрасно. Вот, просто отлично. Получается очень простая картина. Я, может, попробую сюда сейчас фоточку какую-нибудь своего мотоцикла прикрепить, что дуга HID крепится раз точка, два точка, и далее она как-то вот такая, чуть дальше, чем родная, выносится, и дальше у нее усиление, и она крепится еще вот сюда. И как бы в случае падения она довольно-таки жесткая, и она полностью предотвращает вот этот вот слом, потому что когда у нас к этим двум точкам закреплены крепления, и еще вот такой рычаг, то получается, что очень сильное давление сюда при падении, при малейшем. И, естественно, все это очень легко ломается. А еще хуже ситуация на мотоциклах свежих, у которых стоят вот здесь вот к этим же точкам закрепленные типа расширения, как бы подножки. Это вообще беда, потому что, то есть у них вот родные дуги примерно вот такие, наверное, а с подножками рычаг резко увеличен, и отломить их вообще просто вот элементарно. На мой взгляд, совершенно бестолковый тюнинг для мотоцикла, как бы... Не знаю, то есть, если стоят подножки, наверное, ничего с этим не сделаешь, просто принять как данность и варить, если упадешь, ну или менять мотор, там уже кому что нравится. Вот, ну вот такая вот, собственно, проблемка, очень распространенная, и такие вот, собственно, решения. Да, это колхоз. Вот, но если сделать его довольно аккуратно, я считаю его в некоторой степени вынужденным колхозом. К сожалению, ну, дуги стоят примерно порядка там 20 тысяч рублей примерно. Вот, ну, уже в Москве, грубо говоря. Я вот решил заказать пару штук на продажу. Они, конечно, в наличии будут дороже. Вот.
Что меня убило больше всего, так это то, что владелец сказал, что это безумно дорого, он сам сварит за такие деньги из хирургической стали. Ну, как бы я сказал, что удачи, как бы сварить можно все что угодно. У меня в свое время у самого была фантазия сварить дуги из алюминия, из толстостенного, типа трение об асфальт увеличится, они будут деформированные, но при этом трехточечные. Вот, типа прикольно, круто, но так я это и забросил, так у меня это дело и не дошло до практики. В общем и целом смысла в этом нет. Я просто купил себе тогда хидовские дуги, поставил 2 сезона последние, или даже 3 сезона на них откатался, и просто доволен и счастлив, хотя я на них и не падал. Вот. Особенно, когда крепления наварены, нужно понимать, что крепления заводские, ну, как бы прочности заводских креплений уже не будет, они все равно будут слабее. И третья точка очень сильно увеличивает жесткость, и даже как бы вареные крепления с третьей точкой работают. На мой взгляд, учитывая, что мотоцикл у большинства стоит больше 1 000 000 рублей, у многих он стоит больше 2 миллионов рублей, вот, а новый стоит порядка 3 с копейками миллионов рублей, даже 3,5. Ну, купить на него за 20-25 тысяч рублей дуги, которые действительно помогают, учитывая, что куча народу покупает совершенно бестолковые дуги, которые тут вот что-то вот тоненькие вдоль пластика какие-то находятся, а находятся даже умники, которые покупают дуги, которые вот так вот огибают кофр, которые при падении загибаются, выламывают хвост, упираются в кофр, бывает ломают кофр. Хорошо, если не ломают ноги пассажиру. Вот это вот, кстати, я считаю самыми бестолковыми дугами. И они тоже есть у компании HIT. То есть от компании HIT вот эти дуги я ставить не советую. Вообще лучшие задние дуги, они же слайдеры, это боковые кофры. На всех туристических мотоциклах это давно известно. Надо просто смириться с тем, что если что, меняешь кофр и все. Проблем вообще с этим, по-моему, никаких. Они очень крепкие, и при этом они ровно настолько деформируемые, насколько нужно. А вот защитить мотор такими вот трехточечными дугами, это реально, как я считаю, классный тюнинг, который реально экономит в перспективе очень много денег. Ну, кто хочет извратиться и сэкономить там немножко денег, и кто абсолютно не ценит свое время на изготовление, конечно, может этим заняться, но, на мой взгляд, в этом вообще никакого смысла нет, потому что есть готовое, классное, проверенное решение, которое вполне можно достать. Вот. Если что, я, в принципе, очень хорошо дружу с ребятами, которые их продают, и в общем и целом можно там, наверное, попробуем, по крайней мере, держать в наличии. Я пару лет назад такое практиковал. Попробуем на гантелю держать пару комплектов в наличии, а вообще их можно купить, в том числе и через меня с доставкой. То есть проблем в этом особых нету. Вот, поэтому какая-то вот такая вот история. В принципе, мы имеем классный, надежный мотоцикл, ну вот есть недоработочка у него с дугами. Причем все упирается в то, что многие об этом просто не знают. Очень рекомендую задуматься и, так скажем, уберечь себя от дополнительного геморроя, а также повысить в перспективе ликвидность своего мотоцикла. Ну, как бы... Не знаю. Ну, если, конечно, для вас мотоцикл это как бы вещь, к которой вы относитесь с любовью. Потому что, ну вот, я так понимаю, как в данном случае к мотоциклу отношение совершенно потребительское. Есть куча людей, кто так относится к технике. Не могу говорить, что кто-то не прав. Для меня лично мотоцикл — это искусство, ремонт мотоциклов — это искусство, и те, кто относится к мотоциклу чисто потребительски, что он должен ездить с минимальными затратами и максимально отбивать свое существование, ну, меня лично оскорбляет такой подход. Мне просто, ну, как-то некомфортно работать с людьми, которые так считают, просто потому что это мнение очень сильно вразрез с моим идет.
Они просто по-другому живут. Но я не могу утверждать, что это неправильно, да, многие считают так. Просто когда у меня, допустим, не хватает времени на то, чтобы там нормально починить свой мотоцикл, я уже понимаю, что там, ну вот как с последним, у меня пробег 38, я уже понимаю, сейчас еще там 1015, надо будет ГРМ менять, это менять, он еще хороший и относительно денег стоит, лучше я его продам и куплю более новый. То есть у меня со временем, когда я стал более профессионально ремонтом заниматься, более профессионально подходить к вопросам, у меня вообще тяга к тому, чтобы мотоцикл был максимально в заводе и максимально в хорошем состоянии, она только усилилась. И я понял, что вот сейчас, допустим, я с радостью купил бы гантелю поездить этот сезон и, возможно, продать ее осенью, но я уже, допустим, не хочу Дорест, потому что они по большей части старые, убитые. То есть уже хочется хотя бы от 2016 года и что-то с небольшим пробегом, в чем никто не лазил, ничего не колхозил, и как бы чтобы я ее еще продал с вменяемым пробегом. То есть уже как-то понимаешь, что время твое тебе жалко тратить на то, чтобы вот этим вот восстановлением заниматься, потому что сам себе ты за это не заплатишь, а времени потеряешь, как бы. Цените свое время, это очень полезно. Как только начинаешь ценить свое время, взгляды на жизнь очень сильно меняются. За последние 10 лет мой взгляд на жизнь трансформировался просто безумно, пока я вот, развивался, рос и, в общем-то, продолжаю это делать. Итак, уши на гантеле закончены. Мы видим такой вот результат. Здесь у нас ухо восстановлено. Здесь у нас заварена трещинка. По левой стороне уши тоже восстановлены. Вот так вот это все у нас теперь выглядит. Под направляйку сверлиться не стал, не вижу в этом никакого смысла. Лучше пусть это ухо будет прочнее. Собственно, будем еще согласовывать, не знаю, насчет передних подшипников. Передние подшипники мертвые. Будем менять катушку, по которой была ошибка. В общем, будем все делать. Далее у нас тут 650-очка. Завтра будет диагностика шестерен. И приехала к нам РТХ. РТХ, постоянный клиент. Попал вчера в небольшое ДТП. Дырочка в крышке. В общем, будем думать, что лучше сделать. Посмотрим, какие варианты есть по крышкам. Возможно, заварим эту. Посмотрим по ситуации. Думаю, на сегодня все. Я разобрал один достаточно наболевший вопрос. С вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Не забывайте писать комментарии под видео, которые начинаются со слов «Хочу к вам в сервис», потому что розыгрыш 5000 рублей уже совсем скоро. На 1000 подписчиков я рандомно выберу комментатора какого-либо одного, который получит 5000 рублей на обслуживание в нашем сервисе, и либо 5000 рублей на запчасти на нашей разборке, если вы находитесь в регионе. Конкурс распространяется только на профильную технику Skyway и BMW. Непрофильную технику мы в ремонт, к сожалению, не берем. Всем удачи!